траекторию брал у себя из головы, естественно. Сначала у нас есть фотографии с квадрокоптера, соответственно, да, я взял эту фотографию и начал на ней выводить то, что мы могли бы построить, не сильно переделывая траекторию, да, то есть вписать в имеющиеся дорожки какие-то препятствия, трамплины, минимизировать как бы саму стройку. Ребята меня подбивали, да, то есть у меня ДВС-ка была разобрана, а ребята говорят, давай мы тебе дадим модель, и ты проедешь, хоть попробуешь, что это и как. Я говорю, нет. Я говорю, никто не катается до последнего. То есть все, в принципе, ну, как бы, так как мы не первый раз перекапываем и строим трассы, ты понимаешь, как примерно сделать вылет, как сделать приемник. Плюс-минус ты делаешь запасы на то, чтобы модель все-таки долетела там или как-то правильно приземлилась. И все это делалось на глаз. А дальше уже дело техники пилотов, которые, должны приноровиться, чтобы проехать эту трассу правильно, да? То есть каждое препятствие правильно пройти. Мы ориентируемся на всякие, на европейские трассы, на американские трассы, да, где много всяких разных покрытий, да, от плитки, от ковра до практически деревянные делают всякие переходы на трассах. Вот. Наш прямик, он шириной получается 4 метра, в длину, наверное, метров 40, может быть, может чуть больше, примерно так. Прямик мы в этом году не переделывали, так как весной утрамбовали его, там даже видны у нас полосы от виброплиты. Вот. И смысла в нем как бы нету переделать, потому что он достаточно ровный, жесткий. Есть какие-то изъяны, но модели едут, и пилоты, в принципе, дискомфорт не ощущают. Вот эта шпилька, она просто пришла в голову, то есть изначально была идея сделать по старой траектории заезд, сразу резкая шпилька на 180 градусов и поехали дальше в центр трассы. Но тут я подумал, а почему бы не сделать выход на плитку? Достаточно интересный участок такой. Он вроде как бы и по прямой пройдет, но тут же сразу ты выходишь на плитку и нужно обратно. Где-то я видел на каких-то соревнованиях вроде в Европе. Обычно я на Европу как бы ориентируюсь, потому что рассчитываем мы все-таки, что гости с Европы увидят, приедут, с кем-то мы общаемся, даже договаривались. Но, к сожалению, пандемия не позволила это все пригласить ребят. Подумал я, что будет очень интересно с прямика выйти на плитку, и дальше у нас еще второй кусок плитки есть. Он у нас тоже использовался в других траекториях самой трассы. Я подумал, почему нет? В принципе, очень интересно. Кто-то уже катался по плитке, кто-то нет. Зацеп на плитке на самом деле очень странно. У нас есть одна плитка, которая в шпильке находится, она более зацепистая, а как раз на прямике она немножко скользковата. Вот, поэтому те пилоты, которые более профессиональные, более опытные, наверное, да, скажу так правильно, они все-таки перед каждым заездом и вообще придя на новую трассу, всегда проходят саму трассу для того, чтобы с ней ознакомиться. Какие повороты, какая трасса, какие сюрпризы вообще может все это преподнести. Поэтому тоже советую новичкам, которые придут в этот спорт, советую всегда смотреть, знакомиться по трассе, не сразу выезжая на модели, а именно пройтись по трассе. Сначала у нас после плитки небольшая ступенька, и сразу же в поворот мы выходим. Идет перепад высоты, небольшой такой перевал. И дальше у нас опять 180 градусов, и мы выходим уже на гребенку. Идея этой гребенки была изначально сделать вообще 2-2, чтобы прыгали ребята. Но потом, подумав, что препятствия у нас всегда какие-то есть, да, и мы прыгаем там с горки на горку, я подумал, что давно нигде не было гребенок. После этой двушки идет небольшой горб, который на заезде дает модели вылететь вперед, то есть, точнее, выше и дальше. Вот. Но тут же ребята уже думают, как прыгать дальше и потерять стабильность модели, или же пройти более аккуратно и плавно. Дальше у нас спуск идет, но опять же с этой стороны, вот отсюда с помоста мы смотрим, кажется, что идет прямая дорожка вниз, но на самом деле она опять с поворотом. Самый сложный участок пошел дальше. К сожалению, не получилось сделать однородного полотна из-за жары. Жара нас подвела, воды было немного, и мы не смогли поймать вот этот момент, чтобы сильно пропитать грунт и его утрамбовать.
Судья у нас в этом году, их должно было быть 3, но остались в итоге 2. Это Космаков Александр и Бирюков Леонид. Космаков Александр у нас с Москвы, а Бирюков Леонид с Санкт-Петербурга. Он давно проводил соревнования, был организатором соревнований, и вот мы его попросили приехать, посудействовать, помочь нам. Привет, меня зовут Саня, я из города Санкт-Петербург. Я занимаюсь РЦ-гонками уже около 10 лет, катаюсь практически во всех классах. Ну и сейчас на соревнованиях на чемпионате Санкт-Петербурга я еду в классе баги 8 нитро и баги 8 электро. Я еду в 2 классах, по большей части не потому, что это может какие-то создать сложности, а это наоборот очень удобно, потому что можно больше прикататься к трассе, попробовать больше настроек. И в целом у меня обе модели настроены таким образом, что они очень похожи. То есть электричка настроена больше похожа на нитро, она очень плавная. Ну и поведение модели тоже подстроено друг под друга. Hot Bodies D819 это нитро тачка. И S-Works S35-3 это достаточно старая электромодель. То есть сейчас уже у S-Works вышло 4-е поколение, это 3-е. А не планируешь что-то к одному бренду прийти? Ну, если будет возможность, да. Скорее всего, электричка сменится на Hot Bodies. Или нитро сменится на S-Works. Ну, основная цель. Я всегда катался практически настоящих соревнованиях в нескольких классах. И в 10 масштабе, и в 8. Ну, потому что чем больше ты катаешься, тем больше опыта. Это очень удобно. В который попал. Здорово, Мыха, здорово. Животные бегают по Мне ночам. понятно, что электро-то можно подстроить, там плавный старт, но все равно развесовка, там, тем не менее. Ну, развесовка, мы же стараемся всегда добиться более-менее одинаковой. А по основным отличиям нитро и электро, это то, что разное торможение. То есть нитруха очень хорошо едет накатом. И это нормально, когда ты едешь накатом на отпущенном газу. У нее при этом трансмиссия с мотором не соединена. И она практически не тормозит, накат у нее очень хороший. У электрички такого нет. Тем более очень много кто ездит с автотормозом, чтобы на накате модель, ну, как бы создавала небольшое сопротивление качению, она так лучше управляется. Я катаюсь без автотормоза на электричке, и на электричке очень хороший всегда контроль разгона и торможения. Даже на очень маленьких ходах можно очень четко дозировать газ. На нитро такого нет, на нитро нужно ехать под газовками, то есть там сцепление срабатывает только с определенного момента. Это доставляет определенные сложности. Результаты удовлетворительные, я бы сказал так. Не задаваясь в то, на каких местах у меня получилось квалифицироваться, я доволен, как едет нитро, как едет электро. Электро едет вообще замечательно. Нитро мне потребовалось немножко перенастроить. Ну и в целом тут гонка, это гонка стабильности и гонка резины. Потому что очень ухабистая трасса получилась. Она еще и разбивается динамично в течение дня. И чем дальше, тем ехать становится сложнее. В финалах, я думаю, это будет вообще бой на выживание. Ну и, соответственно, без нормальной резины поехать не получится вообще.
Не, ребят, на самом деле я очень рад видеть тех, кто первый раз у нас приехал. Спасибо огромное, что вы добрались до нас. Вам эти аплодисменты. Спасибо тем, кто у нас уже не первый раз. Им можно тоже аплодисменты. Ну и питерским ребятам тоже большое спасибо, которые готовили эту трассу, которые помогали. Им огромное спасибо, они молодцы. Также спасибо тем ребятам, которые сделали донаты на постройку трассы. Им большие-большие тоже аплодисменты. Трассу мы подготовили, к сожалению, подготовили не так, как хотелось, но следующий VNC будет она еще лучше. В следующем году, кто до нас доберется, прочувствует весь кайф всей траектории и всех этих препятствий. На ЧСПБ я устал. Не, я постараюсь подготовить, но не знаю, как это все получится. Итак, ребята, давайте овации, аплодисменты для наших финалистов Б. Отлично, спасибо, ребят, за борьбу. Финал Б был очень интересен. Усенко Александр. Через финал Б он пробился в главный финальный заезд. Итак, дальше 11-й Зебальд Алексей. Итак, топ-10, 10-й Савкот Тимофей. Двойнов, 9-й Москва. Итак, Бакаев Иван, 8-й Санкт-Петербург. И 7-й Чернухин Александр, также Санкт-Петербург. Итак, 6-й Карпенко Дмитрий, Екатеринбург. 5-й Петров Александр, Санкт-Петербург. Итак, 4-й в шаге от подиума Бородин Александр, Москва. Итак, 3-е место Санкт-Петербург, Кощеев Даниил. Итак, 2-е место Бакаев Лука, Санкт-Петербург. Первое место в классе моделей Багги 8 Электро на чемпионате России 2021 года занимает представитель Беларуси Балалов Влад. Ждем комментарии в Фейсбуке. Итак, давайте порадуемся, поаплодируем нашим великолепным пилотам, финалистам А класса модели Багги 8 Электро. Меняемся. Итак, 3-е место на чемпионате России класс моделей Багги 8 Нитро. Ишханян Давид, Москва. Парни, давайте кто там от 20 места сюда на корточки смотрели. Итак, 2-е место в классе моделей Багги 8 Нитро. Помогаев Никита, Москва. Что-то наклонится. Добро. Один падель, один. Итак, и 1-е место в классе моделей Багги 8 Нитро на чемпионате России 2021 года Помадьянов Георгий! Москва! Гоша потестил модель. Теперь можно ехать на нормальные соревнования, скажи. Где будет судейство? Давайте, парите, давайте. Воу-воу-воу-воу! Ребята, всем спасибо! Отлично. Проверка связи. Что, как со звуком? Итак, Саня, давай рассказывай, что произошло. Потому что готовка шасси с заездом была одной из лучших, а по итогу что-то не очень. Подготовка была самой долгой,
потому что я уехал последний КТВ шасси. А с гонкой произошел, ну, как обычно, что происходит. Техника подводит, бывает. Во-первых, мне очень не повезло в полуфинале в Нитро. Я поймал бревно и сломал тягу. И это сразу катапультировало меня в Lucky Loser финал, в котором я ехал, но до первого места я не доехал 15 секунд. Я слишком много валялся в начале, и в итоге мне не хватило темп. Ну, как бы я понимал, что я по темпу могу догнать Ваню, но мне в итоге не хватило. И у меня был траповый план, так как заезд всего 20 минут, я поехал с одной заправкой, потому что мотор едет 11 минут. А по поводу электро я был настолько... Я проехал достаточно хорошо первый финал 4-м. Я точно понимал, что первую тройку я по темпу не догоню вообще. То есть, ну, они едут... Не, они едут очень быстро, просто у меня резина была немного не та, и я был слишком уставший, чтобы прям жарить, чтобы с ними бороться. Я на разбитых трассах я не еду так стабильно, как могло бы быть. Ну, нет. Есть чуваки, которые едут аккуратно. Вот, например, Никита Помогаев. Он охренительно едет по качкадронам. Просто космос. Всегда. Я сколько раз видел, что в Крыле мы ездили, что он может стабильно ехать по таким трассам. Он едет аккуратно, очень дозированно. Потом второй финал в электро я просто пропустил, потому что он был сразу после Lucky Loser Nitro заезда, в котором я выложился по полной, и ну, я просто не успел. На старт я не сильно об этом жалею. А в последнем финале я приехал 7-й. Ну, у меня, опять же, со старта я где-то там заковырялся, а потом уже как бы было не догнать. Я слишком много падал по кочкам. Если не брать в расчет то, что трасса разбилась сильно, хотя я видел как бы и более разбитые трассы гораздо. Сам конфиг, то, что Леха нарисовал, это круто. Конфиг просто офигенный. По нему очень интересно ехать. Практически все элементы, которые я люблю, то есть прямые вынесены далеко, их видно хорошо. То есть кроме основной прямой есть еще 2 скоростных прострела, причем еще и с дугами. Это прям вообще космос. Шиканы, очень хорошо сделанные прыжки. То есть если их все хорошо оттрамбовать, пролить, они будут постоянно держаться в хорошем состоянии, и трасса будет ехать прекрасно. Ну, как я говорил вчера, 3 недели без дождя не позволяют сделать трассу нормально. Ну, большое спасибо, желаю успехов, и чтобы поменьше ломался, и побольше, да, так сказать, боевого духа было. Боевого духа хоть отбавляй, а технику отремонтирую. Спасибо. Спасибо тебе. Привет, я Влад Балалов, город Минск, Беларусь. Да, приехал на чемпионат России, получается. Мы сначала на Богине сюда в Питер приехали, вот сейчас уже собираем вещи и стартуем в Ростов, в Лимар на Кубок России и чемпионат России по дорожным автомобилям. Ну, у нас по факту в Минске, во всей Беларуси, в принципе, есть 2 только богийные трассы. Одна ковровая резиновая, скажем так, и вторая маленькая грунтовая трасса. Это как бы основная трасса, на которой я там езжу, тренируюсь и так далее. Ну, у нас есть свой, понятный местный чемпионат, но основной опыт, по факту, больше был набран на таких гонках, там, Baltic Cup, это гонки, там, где принимают страны всей Балтики, то есть Эстония, Латвия, Литва, Польша, такие вот гонки. То есть там вообще я от баги, скажем так, это уже не основной класс, отошел. Я раньше плотно катался в баги, сейчас в последнее время я уже отошел. То есть это машина, на которой я выиграл чемпионат России, это даже не моя машина. Она лежала в шуфлядке там 3 года, я ее достал, сказал, что мне нужно, я все равно еду в Питер. Ну как бы. Ну как, трасса супер, на самом деле. Была первые 2 заезда в пятницу. Потом начали появляться кочки, и трасса становилась все хуже и хуже. Мне вообще больше нравятся трассы с хорошим зацепом и как бы без ям. Ну, то есть первые 2 заезда, вот как трасса была, это была, ну, типа, в моем понимании, идеальная трасса. И это как бы результаты доказывают. То есть у меня первые 2 заезда, там, лучшие круги за все выходные. Ну, ямы как бы просто это помеха в езде, то есть их приходится просто объезжать, подстраиваться под ямы, подстраиваться под условия. Ну, как бы, что есть, все в равных условиях. Ты фаворит, ну и чемпион 2020 года в классе Нитро. В общем-то, какие у тебя были ожидания
И какой результат? Расскажи, пожалуйста. Слушай, ну ожидания изначально были вообще попасть в финал, потому что очень много народу, очень много быстрых пилотов собралось, и трасса не очень простая была, поэтому задача была залезть в финал А. Поначалу, ну, в первой пятерке ехал по квалам, по практикам, по квалам, и в полуфинале в итоге в абсолюте оказался пятым, ну и стартовал финал пятым. Тяжело было, потому что очень много ям. Если, например, сравнивать с Екатеринбургом, то трасса в Екатеринбурге, она была тоже кривенькая, но она мягкая была. А здесь она бетонная, с такими ямами, где тачку можно было просто моментально остановить, значит, там, вплоть до поломки. Поэтому тяжело достаточно было здесь ехать. Антон, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты ворвался с 2 ног и занял 3-е место в финале Б? Слушай, ну чтобы ворваться-то ума много не нужно, нужно побольше бюджета. Вот, ну как-то решил, что надо пойти сразу в ДВС. Ребята отговаривали, говорили, что да ну ДВС, ты что гонишь, первый завод, и ты там потом начнешь плеваться, выкидывать модели, говоришь, что все это ерунда, тебе это не нужно, но как показала практика, мне это понравилось. Вот, я стал больше внимания уделять деталям, решил, что нужно самостоятельно учиться настраивать мотор, потому что все-таки мотор это такая вещь, лучше, если модель кому-то можно дать перебрать, ну, по крайней мере, у меня есть механик, которому я могу, в принципе, что-то доверить, да, сделать, то в плане мотора я хочу сам делать, чтобы быть уверенным в этом, или если будут какие-то косяки, это были мои косяки. Этот чемпионат России показал, что, видимо, я чему-то научился, потому что у меня модель ни разу не заглохла на тренировках, в квалификациях, в полуфинале и во втором финале Б тоже все проехал окей, ни разу не глох. А знаешь, пока ты не можешь привлекать внимание пилотажем, надо привлекать внимание стилем. Вот, поэтому как бы мой любимый цвет фиолетовый, и я решил как-то выделиться в этом сезоне. Я заказал корку у BT Design. Вот, они сделали мне ее где-то месяца 2 делали. Вот. 2 месяца они мне ее делали, заказал у испанцев наклейки. Они немножко подвели, конечно, со сроками, достаточно долго все это шло, но благо успели к чемпионату России, маечку еще подогнали за то, что долго все это делали. Вот. И, ну, реально, я считаю, что модель должна быть красивой. Вот. И мне кажется, удалось. Мюген, да, потому что Давид. Потому что мне хотелось модель, которая поедет из коробки, потому что я модель еще настраивать не умею. Вот я сделал коробочный сетап. Здесь я поменял на CR только диффы, то есть я залил 753. Вот. Также скопировал у Давида задние длинные колбы амортизаторов от Траги, бабочку Роберта Батла. Причем аморты залил по стоковому сетапу 550-500. Вот. Мембраны тоже RC Project вместе с крышками амортизаторов RC Project. Мембраны внутри самые мягкие. И также поставил перед квалификациями поставил миповские поршни, которые помогали вот на дальней прямой, где очень много очень много кочек, да, она прям отрабатывала очень хорошо, и модель держалась достаточно стабильно. Ну, что касается по самому чемпионату России, на мой взгляд, я проехал для своего уровня хорошо. Конечно, хотелось попасть в финал А. Я даже Павлу сказал, я говорю, братан, надо было меня пропустить, я бы лучше проехал бы хотя бы не один круг. Вот, но благо в Lucky Loser я занял 3-е место, медальку получу, а дальше будем работать. У меня сейчас предстоит поездка в Германию, там я поеду на местный трек в Мюнхене, покатаюсь 2 дня, далее по плану чемпионат Москвы, и если получится, обязательно приеду на ЧСПБ. Слушай, ну это все банально, мне не хватает наката, и мне не хватает держать голову более холодной. То есть я начинаю нервничать, я начинаю переживать, особенно я переживаю, когда ошибаюсь. То есть есть какая-то ошибка, все, я начинаю нервничать, нужно успокаиваться и отключать голову и стараться ехать более стабильно. Но я думаю, что это все придет с накатом. Я себе поставил такой план, что сейчас, по сути, мой первый сезон, я его проеду, и еще 2 сезона я буду ехать, а уже на 4-й сезон я хочу все-таки заезжать на тумбу чемпионат России. Вот, ну и плюс я понял, что очень много времени мы простаиваем зимой. Есть те, кому не обязательно ездить там, в десятках в шоссе, а я сейчас хочу для себя определиться, в чем я поеду зимой. Либо это будет шоссе,
на ависе, либо это либо в 1.10. Пока не решил, мы либо X-Ray, либо АС, там по ситуации будем смотреть. Ну, желаю тебе успехов. Было, честно, приятно посмотреть на твой кузов. Идем еще в Екатеринбурге, кстати. Обязательно приеду, очень буду рад. Я так понимаю, что я надеюсь, что в следующем году ЧР будет в Тольятти, а после Тольятти уже в Екатеринбурге и 100% прилечу. Friends that